Здравствуйте, это краткий гид-путеводитель по отличиям, в основных отличиях самых распространенных фотоаппаратов Zenit. Это видео предназначено для новичков, для тех, кто хочет заниматься пленочной фотографией и хочет разобраться в том, какой фотоаппарат Zenit ему лучше приобрести. В чем основные отличия, на что обращать внимание, чем удобнее фотографировать. Все эти фотоаппараты, а также объективы и фотопринадлежности вы можете приобрести у меня. В описании есть ссылка на мой профиль на Авито. Любой из этих фотоаппаратов может быть доставлен в любую точку России. Итак, начинаем обзор. В закрепленном комментарии ссылка на тайминг по моделям. Вы можете быстро найти интересующую вас модель. Основные отличия кроются в экспонометре, потому что в механической части, касающейся затвора, шторок, выдержек, практически все зениты плюс-минус одинаковые. Здесь я подхожу со стороны покупателя-потребителя, скажем так, новичка. Разумеется, отличия есть, но в потребительском плане все работает примерно одинаково, с небольшими нюансами у каждой модели. Экспонометр, если кто не знает, это специальное устройство для измерения уровня освещенности снимаемой сцены. Понимая этот уровень, мы можем выставить параметры выдержки и диафрагмы на фотоаппарате. Вот, например, я измеряю. Это внешний экспонометр. Сейчас на цифровых фотоаппаратах и поздних пленочных параметры выставляются автоматически. Но вот на фотоаппаратах Zenit нужно делать это все вручную. И помогает нам в этом как раз экспонометр. Так вот, бывают три больших группы фотоаппаратов. К первой группе относятся фотоаппараты вовсе без экспонометра. В этом случае мы должны замерять световые параметры отдельным устройством. Либо, как я вам показывал, отдельным экспонометром, либо можно делать с помощью смартфона. К таким фотоаппаратам относят Zenit B, это прежде всего и основной фотоаппарат без экспонометра. Также довольно редко попадается Zenit ET без экспонометра. Либо еще можно считать фотоаппаратом без экспонометра любой фотоаппарат из остальных групп, у которых сломан экспонометр. Им точно так же можно фотографировать, используя внешнее устройство. Также есть несколько фотоаппаратов с присоединительной резьбой М39, как здесь. Это Zenit E, но с присоединительной резьбой М39. Бывает еще несколько моделей. Zenit C, Zenit 3, Zenit 3M. И вот эти фотоаппараты я здесь рассматривать не буду, поскольку я ими не занимаюсь, но вообще сами по себе они интересны, прежде всего в эстетическом плане, в коллекционном плане. Ими можно фотографировать, но они все достаточно старые, и такой живой найти достаточно сложно, нужно их как минимум обслуживать, отдавать мастерам. Поэтому я ими не занимаюсь. Ко второй группе фотоаппаратов мы относим прежде всего Zenit E, Zenit ET, Zenit EM и Zenit 11. Все эти фотоаппараты оснащены внешним экспонометром. Как мы видим, здесь установлен специальный внешний фотоэлемент селеновый, который реагирует на освещение. И при большем освещении у него он выдает больший ток. Здесь на верхней части есть такая маленькая стрелочка, которая отклоняется в зависимости от напряжения в бортовой сети. И, соответственно, чем выше освещение, тем сильнее отклоняется эта стрелочка. Для данного устройства даже не требуется батарейка. И далее у нас есть вот такое устройство, что-то наподобие механического калькулятора для расчета наших экспопар выдержек и диафрагм. Здесь мы выставляем на этом устройстве ISO пленки, которые будем применять. Допустим, в данном случае мы выставим 100, к примеру. И в этом случае нам остается совместить стрелочку, которая двигает экспонометр, с вот этой стрелкой. И мы тогда в этом случае получаем значение наших экспопар выдержки и диафрагмы, которые нам требуется выставить на нашем фотоаппарате.
И, наконец, третья группа с внутренним экспонометром. Экспозамер, замер света, делается внутри фотоаппарата, который попадает непосредственно уже через объектив. При направлении его, если мы направляем объектив на интересующий нас объект. К таким фотоаппаратам относят Зенит 19, Зенит ТТЛ, Зенит 12 SD и Зенит 122. Это из самых распространенных моделей. Такие экспонометры работают только от батареек. И принцип их действия примерно такой же, только они либо отклоняют стрелочку уже внутри видоискателя, либо они отклоняют, либо зажигают светодиод. Вот попробую продемонстрировать, как зажигается светодиод при экспозамере внутри камеры. Или как отклоняются стрелочки тоже в видоискателе. Принцип примерно такой же. Всем новичкам рекомендую приобретать именно третью группу фотоаппаратов с внутренним экспонометром, так как ими пользоваться наиболее удобно, и поскольку они самые свежие по годам выпуска, то они лучше всего сохранились, и найти живой фотоаппарат гораздо легче. Итак, переходим к моделям. Первая модель, которую мы рассмотрим, это базовая модель Zenit B. Без экспонометра, как я говорил. Выпускался с 1968 года по 1977. Было выпущено без малого миллиона экземпляров. Попадается он довольно часто. Чаще всего оснащен вот таким объективом Industar 52, либо ранними модификациями объектива Helios 44-2. Поскольку года выпуска таких фотоаппаратов довольно ранние, в среднем таким фотоаппаратам около 50 лет, то живой найти достаточно сложно. Надо их обязательно хорошо проверять перед покупкой. Рассмотрим базовый набор, из чего состоит фотоаппарат. Вот здесь у нас диск с выдержками. Для того, чтобы выставить нужную выдержку, мы должны вот так оттянуть этот диск и повернуть его в нужное положение. Потом он защелкивается вот так внизу. На самом деле достаточно неудобная штука, потому что пользоваться ей не очень удобно. В дальнейшем от него отказались, заменили более простым, удобным способом с крутилкой. Вот здесь у нас выставляется счетчик кадров, его мы выставляем вручную. Вот это рычаг перемотки пленки из ввода-затвора. Это рычаг для того, чтобы запустить пружину автоспуска. Назначение этого диска я, к сожалению, не понял. Специально для этого ничего не читал. И как он работает и для чего нужен, я не понял. Поскольку мой Zenit B не рабочий, поэтому механику работы я продемонстрирую на примере Zenit E, который отличается только наличием экспонометра. В остальном это точно такая же модель. Здесь находится механизм открытия пленочного отсека. Сюда мы вставляем пленку. Здесь находятся матерчатые прорезиненные шторки, которые мы вот так вот включаем и делаем кадр. Как я говорил, для того, чтобы сменить выдержку, нам надо повернуть такой диск, приподнять и подтянуть. И мы можем менять выдержку, шторка будет обеспечивать нужную выдержку. Шторки нужно внимательно проверять, потому что из-за старости они могут рассыпаться и пропускать свет. Также внимательно надо проверять работу всех выдержек. На всех выдержках прогнать фотоаппарат, чтобы шторки не заедали. Из-за старости смазка на механизме шторок распадается, расслаивается, и шторки могут плохо ходить в своих пазах. Также у нас здесь есть механизм автоспуска. Продемонстрирую, как он работает. Заводим затвор, затем устанавливаем рычаг в нижнее положение и потом в нужный момент спускаем.
Ждем несколько секунд и будет сделан кадр. Вот, кадр сделался. Сейчас пружина раскрутится и все закончено. Видоискатель здесь достаточно светлый, через него довольно хорошо видно, но покрывает он только 65% кадра, поэтому довольно большая часть остается за кадром. На это надо делать скидку. Он не оснащен никакими дополнительными помогающими устройствами вроде микрорастра или призм. Это просто видоискатель, надо фокусироваться исключительно на глаз. И, ну, скажем так, по диоптриям он тоже никак не выставляется, поэтому ребятам в очках вроде меня фокусироваться на нем достаточно непросто. Механизм сматывания пленки работает так. Нужно зажать вот эту кнопку для того, чтобы распустить вот эту трещотку. Мы ее зажимаем, она распускается. И может пленка вращаться в обратную сторону. И одновременно поднимаем вот этот, слегка приподнимаем этот рычаг и можем ее вращать в нужную сторону и сматывать. Кому я рекомендую приобрести такой фотоаппарат? Zenit B довольно красивый фотоаппарат с эстетикой 60-х, 70-х годов, где нет ничего лишнего, никаких лишних элементов на корпусе, вроде экспонометра. Тем, кому нравится такая эстетика, тем, кому нравится и он хочет достаточно сильно заморочиться с установкой параметров съемки, потому что ни говори, использовать внешний экспонометр для съемки, с одной стороны, очень медитативно, но с другой стороны и очень неудобно. Это хорошо годится для неспешных пейзажных сцен, но снимать портреты, особенно детей, скорее всего, от вас все разбегутся к тому моменту, пока вы все настроите. В общем, это рекомендую для самых повернутых на фотографии любителей, те, кто хочет контролировать все параметры съемки вручную. Zenit E. Самый массовый зеркальный фотоаппарат за всю историю не только СССР, но и во всем мире. Было выпущено более 8 миллионов штук таких фотоаппаратов. Выпускался с 1965 по 1988 год. Встречаются как ранние версии с такой эстетикой 60-х, такой вот обклейкой елочкой, рычажки соответствующие, так и поздние версии уже из 80-х. В несколько упрощенном виде, с другой обклейкой, с более простыми рычажками, но функционально все то же самое. От Zenit B отличается по сути только наличие внешнего экспонометра, что делает жизнь фотографа немного проще. Вы уже без всяких отдельных устройств можете выставлять параметры сцены. Этот фотоаппарат оснащался в основном двумя объективами: Industar 52 и Helios 44-2. На рынке таких фотоаппаратов огромное количество, но тем не менее живой фотоаппарат найти достаточно непростая задача. В основном у всех проблемы со шторками или затвором, ну и с остальным тоже бывают, особенно с экспонометрами. Так что приобретайте проверенные, протестированные фотоаппараты, например, у меня. Очень не рекомендую верить продавцам на Авито с описанием, что рабочий. Он, скорее всего, в чем-то да не рабочий. Просто хозяин, который его продает, в этом мало что понимает. Кому я рекомендую такую модель? Наверное, как и с Zenit B, тем, кому нравится эстетика 60-х годов, кому нравится внешний вид этого фотоаппарата, и кто готов мириться с определенными его недостатками ради этой эстетики и, скажем так, исторического флера. Следующая модель — это Zenit EM. Дальнейший шаг фотоаппаратостроения и дальнейшее развитие Zenit E. Это первая модель, которая оснащена устройством для работы с объективами с прыгающей диафрагмой. То есть вот так. Выпускался он с 1970 по 1985 год и выпущено около миллиона штук, поэтому встречается достаточно нередко. Внешне он мне очень нравится, в принципе он мало чем отличается от Zenit E.
Есть более ранняя версия с эстетикой 60-х, 70-х годов, есть уже более поздняя версия, опять же, с эстетикой 80-х годов. Если говорить об отличиях от Зенита Е, то изменилось не особо много что, но все-таки изменения есть. Помимо работы механизма диафрагмы, здесь появились следующие вещи. Сама кнопка спуска переехала с этого диска на Зените Е. Теперь у нее отдельное возвышение. Также отказались здесь в этом устройстве вот от такой кнопки перемотки кнопки. Теперь она совмещена с рычагом спуска. Для того, чтобы перематывать пленки, чтобы ее распустить, нам надо повернуть это колесико, и тогда механизм здесь распустится. Потом мы его поворачиваем обратно, когда все смотали, и он опять зацепляется. Также в видоискатель был добавлен кружок с микрорастром для более удобной настройки на фокус. Вы можете видеть. Ну и еще небольшое незначительное усовершенствование, которое почему-то очень ценится коллекционерами. Это вот эти ушки специальные для крепления ремня. На некоторых моделях они встречаются, на некоторых нет. На ранних встречаются. Этот фотоаппарат оснащался уже другим объективом с автоматической диафрагмой Helios 44M. Кому интересно, чем отличаются объективы с прыгающей и обычной диафрагмой, может найти видео на моем канале, где я подробно рассказываю об этом механизме. Вкратце это работает так. Мы выставляем значение диафрагмы до нужного значения, например, в данном случае до 8. И во время съемки у нас происходит прикрытие диафрагмы до нужного значения. В остальное время мы свободно смотрим через видоискатель на полностью открытой диафрагме и спокойно фокусируемся на нужном объекте. Это нужно для того, чтобы как можно больше света попадало в видоискатель, и фотографу было наиболее легко и приятно фокусироваться. Если в светлое время суток это может быть не так значимо, то в сумерках, в полутьме разглядеть, сфокусироваться довольно сложно. Лично мне этот фотоаппарат очень нравится. Я считаю его несколько недооцененным, поскольку он эстетически красив, ничем не уступает по внешнему виду тому же Зениту Б или Зениту Е, а может даже в чем-то как бы и посимпатичнее будет. Ну, про него как-то мало кто знает, и все ищут либо Зенит Б, либо Зенит Е. Вот. Причем все требуют, чтобы он был в идеальном сохранении, а такие очень редко встречаются. В отличие, вот, например, от Зенита EM. К тому же он чуть-чуть более прогрессивный, им приятнее снимать. Так что любителям классической эстетики в фотоаппаратах не упускайте из виду эту модель. Вы также можете свободно на него установить объектив от более младших моделей Helios 44-2 и спокойно снимать, этому ничто не препятствует. Следующая модель Zenit ET. Это дальнейшее развитие Зенита Е. Он выпускался белорусским заводом Белома, производство уже 80-х годов. В принципе, по функционалу от Зенита Е он практически ничем не отличается. Все то же самое, тот же экспонометр, те же затвор, выдержки, автоспуск. Отличается исполнением, большим количеством пластиковых деталей и исполнением некоторых деталей в сторону упрощения и удешевления. Самым заметным изменением, на мой взгляд, стало появление вот такого бесповоротного колесика, с помощью которого мы можем управлять выдержками. Это колесико гораздо удобнее, достаточно просто повернуть и установить нужную выдержку, и все можно снимать. Одна 250, одна 60. Также заметным изменением, относительно заметным, стало, как на Зените EM, совмещенная кнопка спуска с качелькой для распускания механизма обратной перемотки.
Также на более поздних моделях, ближе к 90-м, встречается механизм управления автоматической диафрагмой. На более ранних моделях, начала 80-х, это уже ближе к 90-м идет, а на начало 80-х обычно такого механизма нет. Ближе к 90-м появляется. Эта модель выпущена большими тиражами, около 3 миллионов штук, поэтому встречается она довольно-таки часто. Поскольку модель 1980-х годов относительно свежая, то довольно-таки часто попадаются живые экземпляры, где все нормально, полностью работает. Но поскольку такая модель оснащалась довольно-таки большим количеством пластиковых деталей, многие из них, например, вот этот рычаг, частенько отламывался и терялся. Или вот часто бывает картина, очень отламывается вот этот рычажок для автоспуска. Оснащался объективами Industar 52, больше всего Helios 44.2 разных модификаций, Helios 44.3 попадались и даже Helios 44M и 44M4 иногда попадаются на моделях с прыгающей диафрагмой. В целом вполне рекомендую этот фотоаппарат к покупке, если все тщательно проверить и не боитесь работать с внешним экспонометром. Он вполне может вас порадовать хорошими снимками и ввиду массовости обычно стоит достаточно недорого. Следующая модель Zenit 11 также был практически не отличающийся от Zenit 11 Zenit 10, но он был выпущен малыми тиражами, поэтому я их рассмотрю здесь совместно. По сути, это брат-близнец Zenit E. Если вы приглядитесь, то каких-то существенных отличий вы здесь не заметите. Zenit E выпускался на другом заводе, на КМЗ, московском заводе. И самыми существенными отличиями здесь, с самого начала здесь был механизм прыгающей диафрагмы. На Zenit ET его стали устанавливать только к концу выпуска. И гнездо для штатива здесь имеет центральное расположение. Zenit ET, он как и на более старых моделях, находится слева. В принципе, эта модель является дальнейшим продолжением Zenit E с некоторыми технологическими усовершенствованиями. Прежде всего, это бесповоротный механизм выдержек. А второй момент, появилась новая система для того, чтобы открывать отсек для пленки. Для этого нам надо вытянуть вот этот рычаг, тогда он откроется. В отличие от более старой системы, где нам нужно было вот таким образом открывать. Ну и также, как я и говорил, фиксатор для штатива переехал в центральное расположение, в отличие от прошлого. Выпущен он был также очень приличным тиражом, 1,5 миллиона экземпляров, поэтому попадаются они достаточно часто. Поскольку это поздняя модификация, то живые фотоаппараты, где все работает, тоже попадаются достаточно часто. В принципе, хороший фотоаппарат для начала, стоит недорого, сделан относительно качественно, хорошо помогает разобраться в экспозиции. Рекомендую тем, кто не особо гонится за эстетикой 60-х годов и кто не боится работать с внешним экспонометром. Переходим к моделям с внутренним экспонометром. Первый фотоаппарат Zenit 12 и первый массовый Zenit, который оснащался внутренним экспонометром, это Zenit TTL. Соответственно, от Zenit ET и Zenit 11 он отличается в основном тем, что связано с наличием этого внутреннего экспонометра. В остальном, чисто внешне, все без особых изменений. Тот же механизм установки выдержек, та же система рассоединения пленки и спусковой затвор, совмещенный с прыгалкой диафрагмы. Выпускались они в нескольких разновидностях по внешнему виду. Самое часто, наверное, встречается это вот такого внешнего вида. Бывает также в другой оклейке, более ранней, как на моделях 60-х годов.
бывает в исполнении другого цвета серебристого. Самым заметным отличием было появление системы TTL, что расшифровывается through lens, что означает, что свет замеряется через линзу, через объектив. Здесь появился отсек для батарейки, который нужен для работы нашего устройства. Также появилось дополнительное колесико, на котором мы можем выставлять ISO пленки. И дальше система электрических потенциалов потом отклоняет в нужном объеме стрелку. Стрелка отклоняется в зависимости от экспозиции. Если света мало, она идет вниз. Если света много, то она идет вверх. Соответственно, уровень экспозиции мы регулируем при помощи установки нужных выдержек и установки диафрагмы. По сравнению с предыдущими моделями, у этой модели темноватый видоискатель. Это связано с тем, что для того, чтобы обеспечить систему TTL, здесь пришлось часть света, цветового потока направить к датчику, и, соответственно, из-за этого сам видоискатель более темный. Он уступает по этому параметру, например, видоискателям зенита Е или зенита ЕТ. Но поскольку на пленку все равно приходится фотографировать в основном днем, где достаточно светло, то этот недостаток, в принципе, существенным не считаю. Потому что фотографировать на пленку в темных условиях такое себе удовольствие. Поэтому вполне нормально здесь все с видоискателем. Система работает при помощи одной батарейки RC53. Можно ее заменить современными аналогами 625U, 625A или 925U, 925A. Она будет практически точно подходить по размеру. Или с небольшими танцами с бубном можно установить сюда очень часто встречающиеся и очень дешевые батарейки LR44. Так что если будете покупать такой фотоаппарат, на проверку приходите с батарейками и проверяйте экспонометр, чтобы потом вдруг не выяснилось, что экспонометр не рабочий. Это встречается не так часто, но все-таки иногда бывает. Фотоаппарат достаточно большими тиражами выпускался с 1978 по 1985 год. Выпущено около 1,5 миллиона штук, поэтому на рынке он встречается достаточно часто. За все годы выпуска он постоянно модифицировался. Пытались улучшить всю электрику для работы экспонометра. Поэтому самыми лучшими, самыми надежными и самыми прогрессивными считаются модели, которые выпускались с 1982 по 1985 год. Как самые доработанные. Но, честно говоря, встречаются они достаточно редко. В целом попадается немало живых фотоаппаратов, но иногда попадаются и неисправные. Так что очень рекомендую внимательно изучать, проверять при покупке или покупать уже проверенные. Этот фотоаппарат достаточно популярен, поскольку сохранил шарм такого старого фотоаппарата 70-х годов, но между тем уже оснащен достаточно прогрессивной системой TTL. Поэтому такие живые фотоаппараты обычно долго не залеживаются, их очень быстро разбирают. В принципе, могу рекомендовать этот фотоаппарат всем, кому он нравится. Лично мне нравится, поэтому если вам нравится такой фотоаппарат, смело берите, пользуйтесь, отличная вещь. Следующая модель это Zenit 12 SD или еще бывает экспортная версия Zenit 12 XP. Это один и тот же фотоаппарат с разными названиями. Это дальнейшая доработанная модернизированная версия Zenit TTL. Из основных отличий здесь используется корпус от Zenit 11 с центральным расположением фиксатора для штатива. Здесь тщательно доработан видоискатель, теперь он не тусклый, в него теперь все нормально видно. Здесь появились дополнительные, как видите, системы, помогающие фокусировке, микропризмы. И основным отличием от Zenit TTL является то, что здесь не
стрелочный индикатор, а светодиодный. То есть если света мало, у нас горит нижний светодиод. Если света много, то у нас горит верхний светодиод. А когда мы добиваемся нужной экспозиции, у нас начинают мигать сразу два светодиода, вот таким образом. Все остальное то же самое, что и на предыдущих моделях. Оснащался объективами Helios 44М4, 44М5, 44М6. Честно говоря, это один из самых моих любимых зенитов. Хотя внешне он вроде как не особо чем отличается от того, что там Зенит 11, например, но почему-то я в нем чувствую какой-то особый шарм. Я сам сейчас фотографирую на Зенит 19, но если бы выбирал более классический Зенит, то выбрал бы, наверное, вот именно эту модель. Такой фотоаппарат выпускался с 1983 по 1993 год. Тираж с совместными под разными названиями моделями составляет около 500 тысяч штук. Попадаются они регулярно, но не то чтобы так уж сильно часто. Поскольку достаточно поздние года выпуска, то в живом состоянии таких фотоаппаратов достаточно много. Обычно шторки затвор живые, бывают иногда проблемы с экспонометром, особенно на ранних годах выпуска. Иногда такие фотоаппараты попадаются, особенно поздних годов выпуска, просто в состоянии новых, словно только что с конвейера сошел. Экспонометр питается при помощи двух батареек, вот здесь устанавливается. SC32, современный аналог можно купить LR43. При покупке такого фотоаппарата обязательно рекомендую взять с собой батарейки и тщательно проверить экспонометр. В принципе, рекомендую этот фотоаппарат к покупке всем тем, кому он нравится. То есть, прекрасный фотоаппарат, кому близка эстетика 80-х, наверное, тут ближе. И просто кому зашел, скажем так. Мне он очень зашел, я бы с удовольствием таким пользовался. Следующая модель Zenit 122. Это дальнейшее продолжение Zenit 12 SD. Несмотря на то, что он выглядит сильно по-другому. Вот таким образом. По сути, по механике это тот же самый фотоаппарат, что Zenit 12 SD. Прежде всего бросается в глаза, что у него другой корпус. Он сделан из алюминиевого сплава, а сверху прикрыт пластиком. Это принесло ему некоторое облегчение по весу, примерно на 150 грамм по сравнению с обычным зенитом. Ну и как бы делает его чуть-чуть более в этом смысле приятным в эксплуатации. Но с другой стороны, его конструкция стала менее жесткой. Здесь постоянно что-то люфтит, скрипит. Поэтому будьте к этому готовы. Внешний вид органов управления также поменялся достаточно существенно. Здесь диск для установки выдержек, в принципе, чуть-чуть другой формы. Ручка перемотки кадра тоже теперь другой формы. Добавилась специальный рычажок для сброса кадров. То есть мы его нажимаем и кадр сбрасываем. И здесь диск установки ISO тоже претерпел небольшие изменения. Сильно изменилась схема для того, чтобы мы делали автоспуск. Нужно повернуть вот это колесо, накрутить. Заведется пружина. И потом мы нажимаем на вот эту кнопку, она начинает раскручиваться. К сожалению, конкретно на этом экземпляре этот механизм не исправен, поэтому продемонстрировать, как он работает, я не могу. Но принцип действия тот же самый, просто взводится чуть по-другому. Здесь также очень серьезно был доработан видоискатель. Он теперь большой, светлый, им очень удобно пользоваться. Здесь есть несколько ступеней, которые помогают в фокусировке. Есть кружок с микрорастром, есть какой-то крестик, и есть так называемые клини Додена, которые исчезают из видимости, когда вы правильно сфокусировались.
Индикация экспонометра осталась примерно такой же, только сейчас вместо двух красных точек у нас появилась третья точка зеленая. Она начинает мигать в тот момент, когда мы достигли нужной экспозиции. Система экспонометра также работает от двух батареек LR43 или SS32. Объективы, которые использовались на этом объективе, 44 М4 Helios, 44 М5, 44 М6, 44 М7. Также встречаются несколько разных модификаций. 122К, честно говоря, не помню больше какая. Они там оснащались уже другими объективами с байонетным разъемом. Поскольку все эти фотоаппараты Зенит 122, имею в виду, уже из 90-х, то вроде живых, по идее, должно оставаться достаточно много. Однако найти такой полностью исправный мне не удалось, не попадался ни один. Хоть какой-нибудь один маленький изъянчик да есть. Обычно это проблема с экспонометром. То один светодиод не горит, то другой не горит. Бывает, что светодиоды горят постоянно. Возможно, в ранний российский период качество исполнения несколько упало. Многие материалы были заменены на более дешевые. Но в целом, если попадется живой такой фотоаппарат, в принципе, собственно говоря, снимать им одно удовольствие. Один видоискатель чего стоит. Ну, конечно, такое ощущение старой доброй вещи здесь отсутствует. Ощущается этот аппарат в руках как такая пластиковая мыльница, скажем так. Если вас это особо не смущает, и вам именно важен сам процесс съемки, и вы не гонитесь за эстетикой 60-х, 70-х, 80-х годов, то можно брать хороший фотоаппарат. Ну, обязательно тщательно все проверьте перед покупкой. Ну и, наконец, мой любимчик. Немного особняком стоит такая модель, как Зенит 19. Она относительно массовая, выпущена за все время около 100 тысяч фотоаппаратов. В свое время она была достаточно дорогой, поэтому распространения сильно большого не получила. Но Зенит 19, в принципе, можно сейчас свободно приобрести. Правда, стоит он обычно чуть дороже, чем все остальные фотоаппараты Зенит. По этой модели у меня на канале есть отдельный обзор. Кому интересно, можно легко его найти. Что касается отличий, то это модель конца 70-х, начала 80-х. И по ощущениям, наиболее к нему, наверное, близок, это будет Зенит ТТЛ. Тоже у него внутренний экспонометр со стрелкой. Как видите, это немного другой класс фотоаппарата. Более дорогой, более прогрессивный. И самым главным отличием здесь является то, что шторки здесь не тканевые, прорезиненные, а уже металлические ламели. И они расположены вертикально, что позволяет обеспечить гораздо больший диапазон выдержек. Здесь у нас выдержки от 1 секунды до 1/1000 секунды. Попытаюсь продемонстрировать вам отличия. Как видите, шторки двигаются у нас в вертикальной плоскости. Затвором переводим. Для того, чтобы все заработало, нужно включить фотоаппарат. Так он в выключенном положении, так и в включенном. Сейчас я установлю выдержку какую-нибудь, которая на обычном зените недостижима. Например, 1/4 секунды. Вот видите, фотоаппарат сработал с задержкой. Теперь, допустим, давайте 1/2 секунду. Тоже все сработало. Также, дальнейшие выдержки, в принципе, похожи. Ну, вот, например, у нас 1/4 я уже демонстрировал. Давайте 1/15, скажем. Дальше все то же самое. 30-ка, 500-ка. Давайте выставим 1/1000. Примерно так это работает. Здесь также установлен достаточно большой видоискатель. Стрелка примерно такая же, как в Зените ТТЛ. Нажимаем, она отклоняется в зависимости от экспозиции.
На видоискателе есть микрорастр для удобства фокусировки. Также немаловажным изменением является то, что перенесли рычаг, которым мы зажимаем механизм диафрагмы. Теперь он здесь для предварительной экспозиции. Когда делается кадр, диафрагма тоже зажимается. Это сделано для того, чтобы уменьшить влияние от нажатия, и механизм спуска, когда мы нажимаем на кнопку, был наиболее плавным и не вызывал дрожания фотоаппарата. На нижней части фотоаппарата у нас регулируется ISO. Здесь батарейный отсек. Здесь тоже центральное расположение гнезда для штатива. Вот есть маленькая кнопочка для того, чтобы мы могли проверить индикацию насколько заряжены у нас батарейки. Если светодиод горит, значит все в порядке, можно пользоваться. Еще из отличий у нас автоматически сбрасываемый счетчик кадров. Вот мы делаем несколько кадров. Сейчас у нас, например, стоит цифра 3 кадра, наверное. И теперь, когда мы открываем крышку пленочного отсека, как видите, счетчик сбросился, и он начинает заново отсчитывать. Также здесь вернулись к простой кнопке, при помощи которой мы можем сматывать пленку. Нажимая ее, мы размыкаем механизм трещотки. И также при помощи этой же кнопки можно делать так называемую мультиэкспозицию. Мы нажимаем на нее, она, видите, так западает. И это позволяет нам, не перематывая кадр, не перематывая пленку, сделать еще один кадр на том же месте пленки. Это позволяет нам совместить два изображения для создания каких-то художественных эффектов. Ну и еще маленькое усовершенствование. Это походное положение ручки. То есть в боевом она вот так себя ведет. А когда она нам не нужна, мы ее складываем в походное положение. По-моему, я забыл сказать, что механизм затвора у нас управляется при помощи батареек электромеханическим способом. То есть без батареек он работать в должной мере не будет и будет выдерживать только 0,01 секунду. На любой выдержке, какую мы не выставили, будет работать только 0,01 секунда. С батарейками он делает любую выдержку такой, как надо. Также за счет относительно большого применения пластиковых деталей, несмотря на то, что по габаритам он стал чуть-чуть побольше, чем Zenit TTL, ну, как бы повыше, в руке ощущается более большим устройством. Тем не менее, по весу он сохранил почти те же самые параметры, что и Zenit TTL. По весу они практически не различаются. Лично для меня это самый любимый Zenit. Я сам снимаю именно на этот фотоаппарат, поскольку он наиболее прогрессивен среди массовых моделей. Есть более поздние модели Zenit Автомат и Zenit AM2, где выдержка вообще может выставляться автоматически, но лично для меня это уже не совсем интересно. Тогда уж проще вообще снимать на какой-нибудь автоматический аппарат. Все-таки хочется немножко управлять процессом съемки. К сожалению, таких живых фотоаппаратов с полностью исправным затвором и экспонометром не так уж и много. Надо искать, попадаются очень редко, примерно там может быть 1 раз из 10. Хозяева часто уверяют, что аппарат рабочий, но когда его заказываешь, проверяешь, выясняется, что работала здесь только выдержка 0,01. То есть сам механизм электромеханического привода, он сломан. Вот, там что-то щелкает, вот они и говорят, что все работает. В общем, модель очень интересная, но нужно нужно искать живую. Смотрите отдельный обзор, он тоже у меня есть. Такой фотоаппарат рекомендую к покупке абсолютно всем, кому он нравится. Мне лично очень нравится.
В нем есть все-таки такой шарм 70-х, 80-х годов, такие, скорее, поздних 70-х и поздних 80-х. И все-таки у него есть достаточно удобная и прогрессивная конструкция по сравнению с остальными фотоаппаратами Zenit. На этом, наверное, основной обзор модели Zenit заканчивается. Есть еще несколько более поздних разработок, таких пластиковых моделей. И еще есть несколько достаточно редких моделей, которые особо не вижу смысла рассматривать ввиду их редкости и дороговизны. Хочется сказать, что приобретайте проверенные, протестированные фотоаппараты, желательно прямо у меня. Ссылка на мой профиль в Авито есть в описании. Можем доставить вам фотоаппарат в любую точку России. На этом все, пока.